Welcome to today's lesson. Добро пожаловать на сегодняшний урок and today. Сегодня мы продолжаем нашу тему Present Perfect. Как сказал ранее, я хочу с вами постепенно, шаг за шагом, step by step, разбирать эту тему. Talk about the Present Perfect, так как довольно часто многим сложно понять, где нужно использовать Present Perfect. А сегодня мы поговорим об отличии между Present Perfect и Past Simple, потому что часто путают именно Present Perfect и Past Simple. Но на самом деле все довольно просто. Я постараюсь именно простыми словами. И если у вас будет какие-то дополнительные вопросы, это нормально. It's okay to have questions. Вам всего лишь нужно либо на вебинар их задавать, либо на платформе, или в чат. У вас столько вариантов. You have a lot of options to choose from. Но переживать или, не знаю, долго думать не нужно. Просто напишите, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Okay? So let's get started. Today we are talking about the present perfect and the past simple. Отличие между present perfect и past simple. Let's do it. И на всякий случай я скажу, если вы не знаете, что такое past simple, я добавлю дополнительный урок, дополнительный раздел, где будет урок именно про past simple. Не будет упражнений дополнительных, просто урок. Но я уверен, I'm pretty sure вы знаете past simple, когда речь идет о прошлом, about the past. Но часто путаются present perfect, поэтому мы хотим на практике их сравнивать, to compare them in a practical context. So, let's get started. The first thing for today, мы знаем, что present perfect также может говорить иногда о прошлом. На прошлом уроке мы об этом говорили. Когда мы не упоминаем время, чаще всего речь идет о прошлом. Когда упоминаем длительность, тогда действие все еще продолжается. Мы это с вами уже проходили. А вот отличие между present perfect и past simple. Во-первых, вот у нас past simple. I lost my keys a month ago. Я потерял свои ключи месяц назад. А present perfect, I have lost my keys. У меня с собой ключи нет, потому что я их потерял. Но самое главное, мы не упоминаем, когда. Возможно, день назад, час назад, минут 30 назад, или даже месяцев 6 назад. Это вполне возможно. Например, я когда-то потерял свои ключи. I have lost my keys before. Без упоминания, когда конкретно я ключи потерял. А с past simple чаще всего мы упоминаем, когда действие произошло, когда событие произошло. We pretty often mention a time when something happened. Главный вопрос, как не путать present perfect и past simple? Я вам дам, как уже сказал ранее, практические примеры, practical examples, и вам дам 6 пунктов, 6 things to bear in mind, как отличать. Речь идет о present perfect simple или о past simple. И я очень надеюсь, что вам все это помогут. It's going to help you fully memorize when to use the present perfect and the past simple. Let's go to the first question. Первый вопрос. Нужно себе задавать такой вопрос. Известно ли, когда произошло действие? Если да, известно или упоминается, тогда past simple. Если неизвестно или просто не упоминается или не важно, тогда present perfect. Вот девушка купила себе новую шляпу, like new hat, и говорит, I bought this hat yesterday. Я купил это вчера. I bought this hat yesterday. Упоминается когда? Yesterday. А когда просто говорить, я купил себе новую шапку, без упоминания, когда она купила, тогда чаще всего present perfect. I have bought a new hat. И хочу вам показать все в контексте. All in context. Let's listen. I bought him some shoes yesterday. I bought him some shoes yesterday. Я ему купил новый обувь yesterday. Она упоминается, когда она купила. I bought him some shoes yesterday. Теперь present perfect. Let's listen. I have bought a house in a foreign country. I have bought a house in a foreign country. Это у нас present perfect, потому что have bought. Мы уже видели, I bought him some new shoes yesterday. I bought past simple. С упоминанием, когда она купила обувь. А вот тут девушка говорит, I have bought a house. Я купил себе дом in a foreign country. Foreign – это чужой. Country – страна. Я купил себе дом в чужой стране.
I have bought a house in a foreign country. Она не упоминает, когда она купила себе дом, просто тот факт, результат, что дом куплен. А когда была куплена, она не упоминает. Точно она это знает. Просто либо не важно, просто важно тот новость, тот факт, что у меня есть свой новый дом в чужой стране. Но не упоминается, когда она дом купила. Это основное отличие между present perfect и past simple. Past simple упоминается когда, present perfect не упоминается, когда это было сделано. Еще один пример, когда мы говорим о том, известно ли, когда произошло действие. Вот мы с женой посетили Японию, это было в июле. Нам очень понравилась Япония, прекрасная страна. Мы очень хотим вернуться туда. Ну вот, я говорю об этом событии, наше посещение Японии. Могу сказать past simple. We were или I was in Japan in July. Я упоминаю когда in July. А present perfect как факт о моем опыте без упоминания когда. I have been to Japan. Я уже побывал в Японии. В первом случае мне важно сказать когда. Past simple. Во втором случае просто я как бы высказываю, говорю о моем опыте. А когда это было на этом этапе, не важно или не спросили. Просто важно, что я уже побывал в Японии. I have been to Japan. Пример сразу. Let's see one more example. London at a party last night, so I'm afraid I'm a bit hungover. I was in London at a party last night. Я был в Лондоне на вечеринке прошлой ночью. I was in London at a party last night. Она упоминает, когда. Last night в Лондоне. Past simple. So I'm afraid I'm a bit hungover. Я боюсь, у меня небольшой похмелье. I think that's the translation. Hungover, много пил, и сейчас такое состояние. I was, но самое главное, past simple. I was in London at a party last night. С упоминанием, когда она поехала или была она в Лондоне. One more example, теперь present perfect. I've been to London. I have been to London. Я уже побывала. В этом случае она говорит в Лондоне без упоминания когда. I have been to London. So, friends, когда нам известно, когда что-то произошло, мы упоминаем время, дата, подробности есть у нас past simple. Нет подробностей, просто факт. Тогда у нас чаще всего present perfect. А второй случай, когда мы используем present perfect или past simple, тут еще нужно знать, что важно. Точное время, когда именно произошло действие или количество раз. Также похоже на первый. В этом случае просто с past simple мы еще раз упоминаем когда. I was in Paris last year. В презентации маленькая ошибка. I was in Paris last year. Я был в Париже в прошлом году. А с present perfect мы упоминаем сколько раз, но все-таки непонятно, когда, сколько раз может быть, не знаю, июня, июля, август. It's hard to say. Все-таки нет точного времени, no specific time, когда это произошло. То есть я скажу, я был в Париже в прошлом году. I was in Paris last year. Но present perfect, я уже побывал в Париже 3 раза. Также present perfect, количество раз, когда что-то произошло или что-то сделал, без упоминания конкретной даты. Также present perfect. I have been to Paris 3 times. Тут покажу пример только present perfect, так как с past simple все понятно. Let's listen. You know I've been married 3 times already. You know I've been married 3 times already. Ты знаешь, что я уже вышла замужем 3 раза уже. Она не упоминается, когда это было. Возможно, год назад, 2 года назад, 3 года назад. Но без упоминания когда. Зато упоминается сколько раз. Мы все-таки используем present perfect количество раз, но без упоминания, когда конкретно это произошло. Очень надеюсь, что все вам пока понятно. Тут речь все идет о прошлом. Упоминается время, не упоминается время. Но помните, что present perfect еще есть второй случай использования. Мы уже об этом говорили. Когда мы указываем на длительность какое-то действие, есть связь с прошлым до сих пор. Это уже третий вопрос. Закончилось ли уже действие, начато в прошлом? Has the action ended? Тут очень важно, очень важно. Это второй случай использования present perfect. Вот, например, я говорю
о моем дружбе, about my friendship with a person. Я говорю, мы были друзья 7 лет. Это уже past simple. We were friends for 7 years. В таком случае, либо что-то произошло, мы перестали быть друзьями, или я уехал, или кто-то умер. То есть уже нет дружбы. Мы больше не являемся друзьями. We're not friends anymore. Это past simple. А вот если мы познакомились 7 лет назад, и до сих пор мы еще друзья, еще являемся друзьями, в этом случае present perfect, потому что упоминается длительность. Крайне важно запомнить длительность. Получается, we have been friends for 7 years. Мы друзья уже 7 лет. То есть в первом случае переводится как прошлое. Получается, мы были друзья 7 лет. Больше мы не друзья. А во втором случае перевод как в настоящем времени, like the present tense. Получается, we have been friends for 7 years. Мы друзья уже 7 лет. Еще один пример. Вот, например, я жил в Екатеринбурге. Там жил 1 год. Спустя год я уехал оттуда, так как очень холодно, захотел жить, где тепло, и уехал из Екатеринбурга. Я там жил всего лишь год и больше там не живу. Я об этом говорю. И будет уже past simple. I lived in Yekaterinburg for a year. Но если я переехал в Екатеринбург и там жил и живу до сих пор, то есть я переехал год назад и до сих пор живу в Екатеринбурге, уже present perfect. Мы тут упоминаем длительность. Получается, I have lived in Yekaterinburg for a year. Означает, я живу в Екатеринбурге уже год. То есть в первом случае переводится как прошедшее времени. I lived, я жил. А во втором случае уже как настоящий, поэтому present perfect. I have lived, я живу в Екатеринбурге уже год. Сразу же к примерам. Let's listen. I lived there for 2 years and 2 months. I lived there for 2 years and 2 months. Я прожил там 2 года и 2 месяца. Когда я слышу I lived there, сразу понимаю, что она больше там не живет. I lived there for 2 years and 2 months. Теперь present perfect. Let's listen. Well, Frank and I have lived there for 14 years. Well, Frank and I have lived there for 14 years. Ну, Франк и я, мы там живем уже 14 лет. Frank and I have lived there for 14 years. Когда я слышу have lived there с указанием длительность, как долго, я сразу понимаю, что Франк и она все еще там живут. That they still live there. То есть, закончилось ли уже действие, начато в прошлом, в past simple, да, действие закончилось, больше там не живу. В present perfect с упоминанием длительность означает, действие все еще не закончилось, я все еще там живу. Еще один важный вопрос. Закончился ли временный отрезок, в котором произошло действие? Я решил это добавить, так как вы без вопросов, наверное, уже видели, встречались. Поэтому есть слово ago с past simple, обычно временный отрезок уже закончилось. Например, мы чаще всего используем такие слова или выражения, как last week, last month, last year, или 3 months ago, 3 weeks ago, 3 days ago. Показывает ago, назад, показывает, что время, то есть уже закончился временный отрезок, that the time frame or the time duration has expired. Например, she visited her friends yesterday. Yesterday уже закончился. Она посетила или пошла в гости к друзьям вчера, yesterday. А с present perfect мы можем использовать, например, this week, this month, this year, то есть на этой неделе, в этом месяце, в этом году, сегодня, показывать, что временный отрезок пока не закончился. Например, я тебе отправил уже сегодня утром уже отправил тебе 5 писем, 5 email messages. У нас все еще утро. Я тебе говорю, ну что, где ты? Я уже тебе отправил сегодня утром 5 писем. I'd say, I have sent you 5 emails this morning. Where are you?
В этом случае я понимаю, что утро все еще не закончилось. The morning has not ended yet. Будет понятнее в втором примере. То есть, вот я завтракал утром, вышел на работу, работаю, и меня жена звонит и спрашивает, ну что, успел завтракать? Если утро уже закончилось, это уже, например, днем или вечером, я могу ей сказать, да, I had breakfast this morning. I had breakfast означает, что это уже не утром. То есть утром я успел завтракать. А если она звонила тоже утро, то есть утро все еще не закончилось, могу использовать present perfect, так как временный отрезок все еще не закончился. Уже получается I have had breakfast this morning. It's very important. На практике у нас будет пару примеров на платформе. You'll see how it works in context. So I have had breakfast this morning означает это все еще утро. I had breakfast this morning означает уже все не утро, уже, например, днем или вечером. Это не самое главное, но просто хотел, чтобы вы знали, что мы также можем использовать present perfect в таких контекстах. Тут еще очень важные отличия между present perfect и past simple. Если человек, о котором мы говорим, все еще жив, мы говорим об его опыте, мы можем использовать present perfect. Но если человек уже не жив, то есть уже умер, мы используем past simple, когда мы говорим об ее или об его опыте. Иногда даже без упоминания времени. We can use the past simple. Например, вот моя прабабушка, это great-grandmother. Моя прабабушка уже была в Лондоне 2 раза. Она уже была в Лондоне 2 раза, но она умерла год назад. В этом случае, так как она уже не жива, она уже умерла, я скажу, my grandmother went to London twice. Так как она уже не жива. She's not alive anymore. Если я скажу, my grandmother has been to London twice, человек, который тебя слушает, сразу подумает, что прабабушка все еще жива. Will think that your grandmother is still alive. It's very important. Или, например, я говорю про Пушкин. Помните? Писатель Пушкин. Если я скажу, Пушкин has been to England twice. Пушкин уже посетил Англии 2 раза. Человек подумает, что Пушкин все еще жив. Но так как Пушкин уже не жив, he's dead, мы скажем, Пушкин was in London twice. Или Пушкин went to London twice. А во втором случае, вот у нас my friend, мой друг был в Лондоне 3 раза. Мой друг все еще жив. Поэтому present perfect. My friend has been to London 3 times. То есть, жив ли он человек? Если да, говорим об его опыте, мы используем present perfect. Умер ли он уже человек? Если да, говорим об его опыте. Даже без упоминания когда, мы можем использовать past simple, так как он уже, его больше нет, или ее уже больше нет. These people are no longer alive. And the last thing I'd like to talk about for today, последний на сегодня, чтобы не было слишком много информации. The lesson for today. Нужно себе вопрос задавать. С какого вопросительного слова начинается вопрос? Если when, это обычно past simple, потому что when это же когда. Это вопрос о времени. It's a question of time. Поэтому past simple. Если how long, это вопрос о длительности. Это аналогично present perfect. То есть могу спросить, when did you start learning English? Когда ты начал учить английский язык? I started learning English 5 years ago. Я начал учить английский 5 лет назад. When это всегда past simple. Всегда past simple. А вот how long это всегда present perfect, так как речь идет о длительности. How long have you learned English? Как долго ты уже изучаешь или учишь английский язык? I have learned English for 5 years. Я изучаю или учу английский уже 5 лет. То есть, когда when, это у нас past simple, когда how long, это у нас present perfect. Я уверен, что вы, наверное, уже знаете пару пунктов из этого списка, from this list, но хотел все в одном собрать, all in one, чтобы вам было максимально полезно.
Я знаю, что, возможно, это много информации, a lot of information, но у вас есть возможность пересмотреть урок. Please watch the lessons over and over again, a couple of times. Это отличный способ для запоминания, to make sure that you do not forget anything. И, конечно же, у нас на платформе будет упражнение, a lot of exercises. Вы сможете еще на практике все это видеть. Поэтому сразу же сейчас переходим к практике. Please do all the exercises. Если у вас остается или есть какие-то вопросы, у вас есть возможность либо написать нам на платформе, лично мне на платформе или вашим преподавателю, либо напишите в чат, это уже общий чат, можно и туда также написать, или подождать и на вебинар задавать все ваши вопросы. Также у нас будет вебинар, как вы знаете, 2 раза в неделю, по понедельникам и по пятницам. Их пропустить нельзя. Okay? Будем на связи с вами. Bye for now. Talk to you soon.